Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем повязку очень простым, интересным ажурным узором. Повторяется всего один ряд. Раппорт узора 6 петель. Использовала крючки 4 мм и 3 мм. Узор очень универсальный, подойдет для вязания летних вещей, сумок, шапок и много-многого другого. Итак, приступим. Для начала я набрала цепочку кратную 6 петлям, равную обхвату головы. И первый ряд я вяжу ряд столбиков с накидом. В каждую петлю цепочки провязываю столбик с накидом. Для резинки я взяла крючок 4 мм. Первый ряд вяжу ряд столбиков с накидом в каждую петлю цепочки. Цепочку набрала равную обхвату головы и кратную 6 петлям для того, чтобы поместить узор. Второй ряд резинки. Здесь я буду чередовать лицевой рельефный столбик и изнаночный рельефный столбик. Вначале делаю 3 воздушные петли подъема, и теперь лицевой провязала. И сейчас вяжу изнаночный рельефный столбик. И так чередую лицевой столбик рельефный и изнаночный рельефный столбик. И таким образом мы получаем резинку 1 на 1. Так вяжу до конца ряда. Закончу ряд соединительным столбиком. Теперь приступаю к узору. 3 воздушные петли подъема, накид на крючок, пропускаю 2 петли на основании, в третью петлю провязываю группу столбиков. Вяжу сейчас 2 столбика с накидом с общим основанием. Провязала, воздушная петля. В это же основание провяжу еще 2 столбика с накидом. Первый столбик и второй столбик. Провязали, накид на крючок, пропускаю на основании 2 петли, в третью провяжу столбик с накидом. Вновь накид на крючок, пропускаю на основании 2 петли, в третью провяжу группу столбиков. Сейчас вяжу 2 столбика с накидом с общим основанием, воздушная петля, накид на крючок, и в это же основание провяжу еще 2 столбика с накидом. И так буду чередовать весь ряд. Столбик с накидом, пропускаю при этом 2 петли на основании, вяжу в третью столбик с накидом, и затем через 2 петли основания еще группа столбиков, и так далее до конца ряда. Следующий ряд. 3 воздушные петли подъема, и теперь второй ряд и все последующие ряды мы вяжем одинаково. 3 воздушные петли подъема. Теперь в арку из одной воздушной петли предыдущего ряда вяжем группу столбиков, 2 столбика с накидом с общим основанием, воздушная петля, и в это же основание 2 столбика с накидом. То есть фактически мы повторяем один ряд. Столбик, который мы в прошлом ряду провязывали как обычный, здесь мы будем вязать как лицевой рельефный. И все последующие ряды точно так же. Над лицевыми рельефными будем вязать лицевые рельефные столбики, а в арку из одной воздушной петли предыдущего ряда будем провязывать группу столбиков. 2 столбика с накидом, воздушная петля, и еще в это же основание 2 столбика с накидом. И так будем
вязать до конца ряда и все последующие ряды до нужной ширины. Я связала необходимую мне ширину. Вот у меня получилось 6 рядов в высоту. И теперь вяжу ряд столбиков с накидом для того, чтобы закончить резинкой. Я вязала узор крючком 3 миллиметра. Начала 4 миллиметра. Мне показалось, что он недостаточно красиво смотрится. Резинку буду вязать также крючком 4 миллиметра. Итак, этот ряд у нас ряд столбиков с накидом. В арку предыдущего ряда столбик с накидом. И над каждым столбиком предыдущего ряда мы также вяжем столбик с накидом. Провязали. Над лицевым рельефом предыдущего ряда вяжем обычный столбик. Далее над группой столбиков вяжем столбики с накидом и в арку вяжем один столбик с накидом. Так вяжем до конца ряда, закончим ряд соединительным столбиком. И последний ряд, здесь я буду чередовать лицевой рельефный столбик и изнаночный рельефный столбик. 3 воздушные петли подъема. Теперь лицевой рельефный столбик и изнаночный рельефный столбик. У нас чередуется лицевой рельефный столбик и изнаночный рельефный столбик. И таким образом мы получаем резинку 1 на 1. Так провяжу до конца ряда и закончу ряд соединительным столбиком. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк, если видео вам понравилось, и оставляйте комментарии. Вот такая повязка получилась у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!